Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас в очередном ролике из моей последней поездки в город Львов. Если вы еще не смотрели мои предыдущие ролики, обязательно загляните и прогуляйтесь вместе со мной по очень интересным закоулкам и центру города Львова. А сегодня мы также с вами прогуляемся. И сейчас мы находимся на улице Шота-Руставели. Эта улица идет параллельно улице Ивана Франко, и начинается она от Стрийского базарчика и идет в сторону улицы Зеленой. Это центральная часть города Львова и поэтому очень востребовательная. Так как вы уже смогли заметить, многие первые этажи выкупаются и прорубают двери, и таким образом открывают новые магазины или какие-то сервисные пункты. Лично я всегда говорю в своих роликах, что я против такой практики, потому что люди, которые это делают, они совершенно меняют планировку, то, что было внутри раньше, красивые квартиры, это все портится, это все перестраивается, там уже ничего со старого дома не остается. Некоторые даже прорубают там в подвал лестницу, и из подвального помещения дополнительно себе делают еще какой-то там какое-то помещение. Вот, поэтому я против этого всего, я за то, чтобы сохранять эти старые прекрасные дома. Можно их отремонтировать, но с целью такой, чтобы оставить все, как было раньше. Я однажды зашла в такой магазин, который тоже был перестроен с нормальной квартиры, просто вот так вот пробили ступеньки и с первого этажа сделали магазин. Как же этот магазин был строительный магазин, сантехника, строительные материалы. И как же мне было до боли в сердце смотреть, когда вот ты заходишь, стоят мешки с цементом на прекраснейшем старинном дубовом паркете. Все по нему ходят, никому не жалко. И вот как-то так. Поэтому я против таких практик в старинной части города. Я понимаю, что бизнес бизнесом, а история историей. Какие-то такие, как сказать, старинные места и дома. Вот посмотрите, здесь вписали вот такое что-то, которое вообще даже по цветовой гамме не входит, не подходит. Поэтому я всегда за то, чтобы был ответственный архитектор, и который бы давал разрешение, что можно здесь, а что нельзя. Если хотите, то в том стиле, в котором оно там было, есть и должно быть. Если у вас нету средств на это, тогда открывайте офисы, стройте свои дома в той части города, на что вам поставляют эти средства. Если нет, пусть придут те, которые будут и вести какой-то свой бизнес, а также будут бережно относиться к архитектурному ансамблю и к атмосфере города. Я сошла с улицы Шота-Руставели немножко в бок, чтобы вам показать также этот кусочек. Он такой довольно заброшенный. Посмотрите, вот эти мусорники, это вообще кошмар, что здесь вокруг них творится. Вроде бы есть, как сказать, сортировка мусора, но посмотрите, что это такое здесь. Оно так не должно выглядеть. Мы опять с вами находимся на улице Шота-Руставели. И я хочу вам показать некоторые подъезды, парадные входы. Они, конечно же, не такие красивые, как были раньше, но можно себе представить, как это было и как жили львовяне в те времена, во времена польского Львова, иногда во времена австро-венгерского Львова. В этом городе сохранилось все
все, как оно было раньше. Почему? Потому что даже во время Второй мировой войны Львов не бомбили. Одна бомба упала и то на здание вокзала, и это все, что было разрушено. Но вокзал тоже не был целый разрушенный, просто был, как бы сказать, часть его была повреждена, а город остался, можно сказать, нетронутым, так как, ну, как мы это можем описать во время войны, когда разные бомбежки и так далее. Львов, к счастью, сохранился, и поэтому мы можем сейчас радоваться тому, что видим, что наблюдаем, пользоваться этой красотой, хотя, как мне пишут некоторые зрители, вот посмотрите, вот этот дом, он тоже совершенно сюда не входит, и я тоже не знаю, кто разрешил вот такое что-то сюда поставить. Мне задают иногда в комментариях вопрос, а почему польский город? Ну, как вам сказать, почему польский город? Ну, потому что его строили поляки, и здесь на каждом шагу об этом есть их визитная карточка. Вот еще одно парадное. Представьте себе, как оно выглядело, когда здесь были, как сказать, настоящие хозяева, которые об этом, которые просто следили, чистили, убирали. Вот посмотрите, один из примеров, какая красивая брама, как она исполнена. И посмотрите, вот почему польский город. Улица Яблоновска, 8А. Ничего не поменялось, кроме названия улицы. Раньше она была Яблоновска. И вот вам наглядный пример, почему польский город. И таких мест во Львове немало, когда вот даже в кованой браме можно увидеть название улицы и номер дома. Это уже на века, это уже до конца. Вот еще одна брама, она деревянная. Вот так она выглядит. Наверное, она раньше была не покрашена, это уже потом покрасили. Обычно эти брамы были вот такие, как сказать, полированные, деревянные. Тоже очень и очень красивые, обычно из дубового дерева. Сегодня немножко поглазеем на такие разные брамы, потому что это тоже произведение искусства. Одна на другую не похожа. В каждой свой дизайн, своя какая-то задумка, свое исполнение, и каждая по-своему отличается, и по-своему есть какая-то в ней своя изюминка. Вот опять же, видите, окошки для сыпа угля, везде то же самое. Вот еще одна брама. Как жаль, что они все вот сейчас в таком плачевном состоянии, потому что если бы они были отремонтированы и доведены до блеска, какая бы была красотища. Я попробую заглянуть, но мало что видно. А жалко. Ну, конечно же, понятно, все брамы закрывают. Вот еще один пример, видите, когда прорубают из окна и делают вход. Это уже просто, видите, нарушают структуру дома. Но даже, видите, даже в таком состоянии каждый дом как бы излучает какую-то специфическую, специальную, волшебную атмосферу. Все-таки здесь просачивается такое, как сказать, веяние истории, годов, меняются эпохи. Вот видите, в каком состоянии вот эти окна. Они, наверное, еще были оригинальные со времен Польши, если посмотреть на их состояние и вообще на форму окна. Видите, бывает даже и такое. Вот какая брама и в каком она состоянии, видите. Но это, я думаю, что дом более позднего периода. Вот видите, открывают разные пункты. Здесь, например, был массаж. И вот здесь, видите, первый этаж и одни ступеньки. Все это были квартиры. А теперь сплошные ступеньки, сплошной бизнес.
Многие не согласятся и скажут, что так и надо. Но сколько людей, столько и мнений. Я предпочитаю так, как это было когда-то. Вот посмотрите, какой симпатичный рисунок на стене. Друзья, какое счастье, что Вилли Бачевского вернули ее нормальный вид, хотя не вернули ее цвет. Цвет сейчас ужасный, она какая-то серо-буро-малиновая, но хотя бы то, что курятник, который тут надстроили, его забрали, слава богу. На этом я заканчиваю свой ролик. До новых встреч. Пока-пока.